Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами разберем крой вот такого замечательного платья из коллекции Берта Бридл. Я нарисовала технический рисунок этого платья. Давайте его рассмотрим. Итак, это платье имеет глубокий вырез, декольте. Между полочками у нас здесь обязательно присутствует сеточка. Рукав фонарик, очень высокий манжет с пуговками, спинка вот с таким треугольным вырезом. Так, и это платье имеет силуэт, юбка не имеет на талии складочек, но внизу она имеет большие фалды ткани. Поэтому перед нами юбка солнца, и мы также рассмотрим ее крой. Итак, начинаем сверху. Я буду использовать выкройку облегающего лифа. Вы можете найти эту выкройку на сайте нашей школы. Итак, работаем с полочкой. Итак, от основы увеличиваем горловину на 2 сантиметра. Ставим точку и соединяем эту точку с центром по линии талии. Это наше декольте. Теперь уменьшаем длину плеча на 1,5 сантиметра. Вот здесь. Так, поставили точку и свели на нет к пройме. Так, сеточку прорисовываем от новой точки на горловине и до старой точки на основе. Вот так проходит сеточка. Лиф этого платья имеет 2 слоя из сетки. Нижний слой покроен немножечко иначе, чем верхний. Он имеет одну выточку, которая исходит от центра груди до талии. Для того, чтобы сделать основу изнаночной сеточки, мы с вами должны перенести нагрудную выточку в талию. Разрезаем вот так выточки до конца и соединяем нагрудную выточку. И вот это наша основа сетки для нижнего слоя. Вырезаем горловину, уменьшаем плечо. Отрезаем линию декольте. И у нас получается выкройка для кроя сетки. Здесь у нас сгиб. Сеточка проходит между 2 половинками переда. Она фиксирует их, не дает им распадаться. Лицевая часть лифа имеет небольшую драпировку. Проводим линию от центра плеча через центр груди, разрезаем и раздвигаем эту линию на 2 сантиметра. Также соединяем нагрудную выточку, соединяем линии, и у нас вот эта ткань будет уходить в драпировку по центру переда. Так, полочка у нас готова. Переходим к спинке. Также убираем 2 сантиметра по горловине. Здесь находим точку соединения деталей спинки. Я поставила точку немножко ниже, чем у платья. Вы можете поставить повыше. Находите эту точку. Плечо также 1,5 сантиметра уменьшаем, сводим на нет. И по линии талии мы ставим точку от бока на 2-3 сантиметра к центру спинки. Вот здесь. Соединяем с точкой по центру спинки. Вот, спиночка готова. Срезаем лишнее. Переходим к рукаву. Отмечаем высоту манжета около 15 сантиметров. Проводим линию.
Поставим метки, чтобы не запутаться. Подпишем низ. Отрезаем. Не забудьте добавить около сантиметра припуска для того, чтобы пришить пуговки. Верхнюю часть рукава мы будем расширять. Для этого разрежем рукав на несколько частей. От верхней метки рукава вниз под прямым углом проводим линию. Теперь это расстояние от линии до среза делим примерно пополам. Вот так. И теперь проводим линию также под прямым углом. И на таком же расстоянии примерно проводим линию в сторону спинки. Поставим метки, чтобы не запутаться. Разрезаем. Так. И теперь все эти детали мы располагаем внизу на одном уровне на расстоянии 8 сантиметров друг от друга. Здесь по окату мы ничего не меняем. Вверху добавляем 8 сантиметров. 8. Ставим контрольную метку рукава и соединяем эту точку плавной кривой с окатом. Вот так это выглядит. Вырезаем наш новый рукавчик. Наш рукав готов. Переходим к юбке солнце. Формула юбки солнца. Обхват талии разделить на 2 и разделить на 3 и 14. Если у нас обхват талии равен 68 сантиметрам, то мы 68 делим на 2 и делим на 3 и 14. И у нас получается радиус 10,8. Теперь разберем крой этой юбки со шлейфом на ткани. Если у нас ткань шириной 1,50 м или 1,40 м, складываем ее вот так, таким способом. На сгибе у нас будет центр переда. Откладываем от угла радиус и от радиуса ставим длину переда. Допустим, наша длина переда 120. Ставим меточку. Длина бока у нас удлиняется на 5 сантиметров. Ставим 125. Отмерили, поставили. И теперь между этими значениями, где-то посередине, ставим среднее значение 120 плюс 125 делим на 2. И у нас получается среднее арифметическое 122,5. Соединяем точки. Далее. Здесь опять же рисуем радиус 10,8. Так. Здесь у нас бок. Здесь шлейф. Длина бока у нас 125. Ставим метку от радиуса. Длину бока. Спинка у нас 125 плюс какой-то шлейф, какой мы захотим. Допустим, 80 сантиметров шлейф. Ставим меточку и соединяем плавной линией. Вот так. Закругляем. И у нас получается юбка солнце с удлинением на шлейф. Шлейф может быть любой длины. Главное, чтобы вам хватило ткани. Вот наш крой. Вперед. И спинка. Готово. Теперь я вам покажу, как раскроить юбку солнце со шлейфом из 3-метровой ширины ткани без швов. Складываем 3-метровую ткань пополам. У нас получается в сгибе по 1,5 метра.
Отмечаем длину переда 120. От точки длины переда обозначим радиус 10,8. Отложили. Теперь от новой точки еще раз обозначим радиус 10,8. И также во все стороны от этой точки мы ставим значение радиуса. Так, здесь у нас проходит линия бока. Бок у нас удлиняется на 5 сантиметров от значения линии переда 125. И между ними мы проводим линию среднеарифметическая 122,5. Соединяем плавно эти точки, все промеряем и переходим на шлейф. Длина шлейфа у нас не может быть короче бока, поэтому 125 и плюс желаемая длина шлейфа. Я поставлю, к примеру, 150 сантиметров. И точки бока и шлейфа мы должны соединить. Вот так. Для того, чтобы нам корректно соединить эти точки и чтобы шлейф был красивой округлой формы, мы должны сделать с вами следующее. Мы должны измерить вот эту длину от центра радиуса до длины бока. Всю вот эту вот длину. Измерили. И от конца шлейфа вверх мы должны эту длину отложить. И уже вот от этой точки мы с вами откладываем измеренное значение вот таким образом, как циркулем. Проводим. Точки соединяем плавной линией. И у нас получается идеально оформленная линия шлейфа. Этот способ можно применять для любой длины шлейфа. Шлейф будет идеально круглый. Выкраиваем юбку. Вот такую имеет конструкцию эта юбка. Юбка солнце с удлинением на шлейф. Вот так бы я краила это платье из коллекции Берта Бридл. Платье это называется Жаклин. Я надеюсь, что я вас вдохновила. Если вам нужна выкройка облегающего лифа, вы можете найти его на сайте нашей школы. Я вам желаю легкого кроя и шитья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.